Рада приветствовать всех на канале. На экране вы видите мою красавицу лагерстрёмию. Так она выглядела в начале сентября прошлого года. Индийская сирень называют ее в народе. И совсем недавно я показывала ролик об обрезке лагерстрёмии и обрезала в том же ролике сирийский гибискус. Обрезанные веточки я попыталась укоренить разными способами, и сегодня покажу, что у меня из этого вышло. Укоренять буду черенки разной толщины, и толстые, и тонкие, и посмотрю, какие в результате лучше укоренятся. Ветку режу на черенки длиной примерно 8-10 сантиметров. 3-4 почки. Нижний срез делаю под углом, под почкой, верхний прямым, над почкой. Хотя откуда пойдут корешки, я еще пока не знаю. Возможно, они пойдут из места среза, может быть, пойдут из нижней почки или по всей длине заглубленной части черенка. Вот эти тоненькие ответвления прошлого года попробую тоже укоренить, возможно, они укоренятся даже лучше. Укоренять буду в прозрачной таре, чтобы увидеть корешки, если они появятся, потому что у кустарников, как правило, почки распускаются раньше, чем появляются корешки. И определить, появились они или нет, бывает довольно сложно. Насыпаю слой чистого вермикулита, землю использовать не буду, слой примерно 4-5 сантиметров. Весь вермикулит должен быть влажным, но вода в плошке стоять не должна. Буду использовать корневин. Каждый черенок обмакиваю, чтобы срез опудрился средством. Предварительно их не увлажняю, чтобы корневина не прилипло слишком много. Воткнула черенки наклонно, потому что плошка не очень высокая, чтобы сверху можно было накрыть пленкой. Буду использовать суспензию хлореллы, которую купила впервые. Ничего не могу сказать, хороша она или не хороша. Сравнительного опыта анализа не проводила, поэтому не знаю, есть от нее толк или нет. Но раз уж купила, буду использовать. Опрыскиваю раствором 1 к 1 с водой, закрываю пленкой и в пленке обязательно делаю отверстие, чтобы был газообмен, воздухообмен. И, кстати, хлореллу можно очень легко вырастить дома, в домашних условиях. Черенки гибискуса сирийского я укоренила точно так же, только использовала в качестве тары 5-литровую бутылку. Разрезала ее пополам, но не до конца, и получилась прекрасная тепличка. Обе плошки поставила на северное, но светлое окно. Как я уже говорила, у кустарников листики и веточки появляются раньше, чем корни, и поэтому вершки колосятся, а снизу еще ничего не видно. Я ничего не проветривала, не открывала, потому что в пленке сделала отверстие ножом, а бутылка сама по себе закрывается неплотно. Поэтому воздух постоянно циркулировал. И вот, наконец, месяц спустя я увидела первые корешки в плошке с лагерстрёмией. Пленку наполовину открыла и через день-два убрала ее совсем. Накрыла крышкой, которая прилегает совсем неплотно. Вот такие хорошенькие черенки. Но на открытом солнце они еще не были, они находятся в помещении. Пикировать укоренившиеся черенки буду в смесь грунта с вермикулитом, чтобы резкого перехода не было. Использовать буду для этого прозрачные, опять же, стаканчики, для того, чтобы наблюдать за корнями. Неизвестно, сколько укоренилось черенков, потому что корешки вижу только в одном углу и на дне. Итак, первые результаты. Самые тонюсенькие верхушечные черенки не укоренились. Они вообще высохли. Ну, это и не удивительно. Скорее всего, на дереве они тоже отмерзли, отсохли за зиму. Следующий с листиками, с веточками. Ах, а корешков нет. Ладно, будем смотреть дальше. Так, этот держится крепко, скорее всего, корешки у него есть. И вот оно счастье, целая лапка. Вот такие замечательные корешки. Все находятся в нижней части, примерно в сантиметровой зоне от среза.
Корешки расположены горизонтально по причине того, что они проросли в мелкой таре, в мелкой посуде. Потому что вниз им расти было некуда, и поэтому они росли все в бок. Заглубляю до того же уровня, как они находились в плошке. Обильно проливаю, потому что грунт был абсолютно сухим, а черенки находились в довольно влажной среде, чтобы резкого перепада не было. Хотела смыть вермикулит, чтобы разглядеть хорошенько беленькие корешки, гладенькие. Но на самом деле, значит, они не гладенькие, а как ёршики, потому что намертво вцепились в вермикулит, и он ни в какую не смывается. И видно, что корешки растут не из одной точки, а из всей нижней части черенка. Так, и теперь самый толстый черенок, который был. Ну и корни у него самые толстые и длинные. Вот такая красота. Таким образом, у меня 3 самых тоненьких череночка засохли. 4 еще без корней, остальные укоренились с хорошими корешками. Сажаю все в стаканчики. Один самый большой, самый толстый, с большими корнями посажу в горшочек, потому что в стаканчик корни не умещаются. А череночки, которые без корней, пойдут дальше в вермикулит под шапочку наращивать корешки. Хотя позже я разглядела, что зачатки корешков уже есть. Они еще маленькие, но вот эти белые точки, это и есть как раз корешки. Поэтому я думаю, что они тоже укоренятся. Чтобы нежные, не закаленные, не привыкшие к уличному воздуху сухому листочки не повяли и не высохли, накрою их на несколько дней крышкой. Один черенок оставлю без теплички, посмотрю, как он отреагирует. Несколько веток я пыталась укоренить в воде. Поставила один букет на улице сразу после срезки в воду. На них листики появились совсем недавно, но никаких корешков или их зачатков я пока не вижу. Оставлю их в воде, понаблюдаю, что получится дальше. Также не вижу корешков на ветке гортензии, хотя веточка уже появилась некоторое время назад. Вторую часть я поставила в воду, но занесла их домой. Там листики распустились сразу, давным-давно, но веточки высохли и листики тоже. Эти черенки я укореняла в земле, в грунте, в обычном, в огородном, на улице. То есть воткнула их сразу после обрезки, нарезала их на такие же черенки, как те, что укореняла дома. Единственная разница, что никакой теплички не было, просто воткнула их в горшок и все. Стояли они безжизненными веточками, и вот совсем недавно пробудились почки. Хороший знак, и я думаю, что здесь тоже, наверное, появились корешки. Сейчас мы проверим. Размачивать не буду грунт, потому что вдруг еще ничего нет. Да, нет ничего совсем. Пока еще очень рано. Возможно, корешки и появятся, но попозже. Поэтому оставляю все как есть, ставлю обратно в горшочек, досыплю грунт и поставлю дальше на то же место, где горшочек и стоял. Буду закругляться на сегодня. Если вдруг что-то забыла рассказать, показать, спрашивайте в комментариях. Постараюсь ответить, если сама знаю ответ. Дальше, как всегда, немножко зарисовок моего сада. А я прощаюсь с вами. Всем отличного настроения, здоровья и до новых встреч на канале. Пока!